Пацаны, был кто-то на Сейшелах? Я не был. Я не был, честно Я вот скажу. выбираю себе тур на Сейшелы, взял распечатку у туроператора, но пока ничего нормального найти не могу. Ты что, на Сейшелы собрался? На Сейшелы, да. Ничего себе. Это же дорого. Это что? Это вообще... Это iPhone X Max? Сегодня только купил. Новый iPhone? Да, новый iPhone. А часы смысле? блестят. Братуха, Часы, Иван, и да, часы блестят. новые. Так работаем все вместе. Откуда шиши-барыши, я не понял. У меня просто хороший, надежный партнер. ГГБет. Слышали о таком? Слышали. Слышал. Да, друзья, ГГБет – это наш надежный партнер, который точно так же поддерживает молодые команды и турниры различных уровней, от тир-3 до тир-1 уровня. Я больше скажу, Мих, я понимаю, откуда у тебя все вот эти вот истории. И действительно, ГГБет – это партнер нашего шоу, друзья. И я специально для них сочинил песенку. ГГБет оплатили чеканной монетой. Чеканной монетой. Чеканной монетой. А также, ребята, ГГБет — это двигатель одного из самых крутых турниров, которые сейчас вот уже 31 числа, либо 1 числа начнутся. Ice Challenge в Лондоне — главный партнер этих соревнований. Я знаю, что этот турнир будет намного лучше, чем тот, который был в прошлом году. У них будет намного больше аудитория, территория, будут компьютеры на этом. Больше компьютеры будут. Всё будет системные круче, чем в блоки и прошлом мониторы. Друзья, если вы разбираетесь в киберспорте, заходите на ГГБет и проверьте себя. И может вы полетите вместе на Сейшелы с Михаилом. ГГБет. Позовите Райза. Позовите Райза. Позовите Райза. Райз опять. Райз! Эй, Райс! 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 Ребята, киберспорт не стоит на месте вообще. Куча всего происходит, куча новых изменений. Давай разбираться. Так разберемся же, вот написано все русским языком, латиницей. ESL Pro Лига, сезон 10, финалы. Поехали. Ребята, блин, тут пишут, зачем бумажки вообще? Почему мы читаем по бумажкам? Ну что, отсталые какие-то или что? Да? Блядь, бумажки, блядь, вы что? Написано всё. Короче, я не буду херня блядь, это читать всё, по этим бумажкам, блядь. Вы что, охренели что ли тут все? Быстро собрали все. Ладно, давай соберем, давай, блядь. Так, пишут, вот говорят, картинка, мол, говнище. А еще я читаю, пишет, звук говно. А вот, посмотри, пишет, у Миши расплылась голова. Ну как такое может быть? Так это потому что, ребята... Пьет, может, много. Да нет, это потому что монтаж Подожди, говно. подожди, смотри, кто Монтаж. Смотри, Монтаж. Ну иди сюда, иди. Его, сука, забивай! Пишет, Даня всех перебивает, Даня не дает сказать. Даня вообще как бы не замолкает, хочется послушать Ваню, Мишу. Дайте им раскрыться в конце концов, бедные. Даня, я считаю, что... Ты видишь? Да, ну ты, конечно... Ладно, надо что-то делать с этим, как бы. Так что делать? А где? Оп. На. Давай. У тебя была малыш. стрижка. Не перебивай. Хотим отрезать. Да зачем резать? Ты знаешь, что хотел обсудить с тобой? Да, давай пообщаемся. Есть интересные темы, кстати. Ты не перебивай нас. Как насчет эскалации конфликта на Ближнем Востоке? Что ты думаешь? Знаешь, что Даня совсем согласен теперь. Теперь ты согласен, да? Не перебивай больше. Не перебивай. Миша АФК. Миша вообще что-то говорит. Миша молчит. Миша цикала. Миша куала. Миша, ну пора хоть... Дань, а Миша-то голограмма. Серьезно? Оп! А где Миша? Где Миша? Где Миша?
Ребята, пишут комменты нереальные просто все, ставят лайки, поддерживают. Ребята, нас поддерживают. Англичане пишут, круто, парни, за нас весь мир. Весь мир! Ребята, давай! Давай! Да! Вижу цель, не вижу препятствий! Ребята, это кибершоу! Кибершоу. Ребята, это кибершоу. И всем привет, чуваки. И сегодня мы решили разбавить наши вот такие вот обычные киберспортивные посиделки ноткой физической огромной силы, просто монстром своего дела, ребят. Просто нереальный чувак. Ударник физкультуры. Ударник физкультуры. Встречаем, ребята. Между прочим, пятикратный абсолютный чемпион Украины, абсолютный чемпион аматор Олимпия Ой-ой-ой! 2017, Здорово, вице-чемпион братан! Арнольд Классик Европа 2017. Победитель множества профессиональных турниров IFBB Pro League. Между прочим, участник профессионального шоу «Мистер Олимпия» 2019 года. Единственный, кто прошел квалификацию на главный турнир по бодибилдингу из Украины и СНГ в категории Classic Physique. Кирилл Худаев. Кирилл, Всем привет. Кирюха, встречаем, Всем привет, братуха, ребята. тебя вообще. Казалось бы, да? Что пригласили, Что да? может быть общего у нас, да, и у такого человека, на самом как деле ты? очень много А это мы всего. сейчас и выясним. Да. Кирюха, как дела? вообще делишки, как ты поживаешь? Расскажи, почему ты такой большой? Ну, все, в принципе, супер. Работаю над собой, работаю над тем, чтобы увеличить свышеуказанный, ранее указанный список, как бы, озвученный. Работаю над собой, улучшаю, что, в принципе, нас, как он спрашивал, что нас связывает, наверное, это то, что мы хотим быть лучшими в нашем деле. С киберспортом вообще знаком? Кто не знаком, конечно, знаком. Все мы прогуливали школы в компьютерных клубах. Да, все вроде Ну бы. вот сейчас, Ну, по крайней мере, и я. Сейчас немного наблюдаешь вообще, что сейчас творится в мире киберспорта? Так вообще не знаю, просто там... Ну, да, мы тоже обсуждаем с ребятами, что на самом деле киберспорт сейчас на довольно-таки высоком уровне и в коем случае даже выше, чем наш спорт, бодибилдинг, тем, чем занимаюсь я. Наверное, по финансированию, И по да, по вот финансированию, тому, да. как воспринимается это со стороны. Тем более, как воспринимается это со стороны, потому что наш вид спорта, он вызывает много резонансов. Ну, мы можем об этом позже поговорить, в принципе. Да, на самом деле у нас много тем интересных для обсуждения. Вот, допустим, первая такая важная новость, да, то, что 9 декабря, вот совсем недавно, Россию отстранили от международных спортивных соревнований на Олимпиаде из-за допинга на 4 года. Слышали это? Слышал эту новость? Да, это я слышал, но вот как раз, наверное, это основная тема, основной резонанс, который вызывает мой вид спорта. Я это слышал, ну, не знаю, что сказать. На самом деле я все это воспринимаю как показуху, потому что пусть там... Политические кто бы игры, что- типа, в этом плане? Это я не хочу вписывать в политику. Вообще мне не нравится это решение только из-за того, что, во-первых, спортсмены не всегда вне политики. Я всегда вне политики. Я общаюсь со спортсменами со всех стран и также езжу в Россию общаться со своими друзьями, спортсменами. У меня много родственников тоже в России. Дело не в этом. Дело в том, что в принципе, ну это как я думаю и как я знаю, я общаюсь с множеством спортсменов из других дисциплин, начиная от легкой атлетики, заканчивая пусть даже сумо. Я серьезно это говорю. И я хочу сказать и заявить, что допинг есть везде. Да. Допинг есть везде, это какая-то показуха на самом деле. Почему я, в принципе-то, люблю свой вид спорта, да? Потому что насчет того, что есть ли у нас допинг или нет, тут вопрос отпадает. Потому что понятно, что он есть. И в той федерации, где я выступаю, нет никаких допинг-проверок, но есть альтернативная федерация. Раньше это была общая федерация, которая разошлась с моей федерацией. Это у меня IFBB Pro лига, которая базируется в США. Это, в принципе, та лига, с которой все началось, которую основали Джо и Бен Вейдер. Вот. А есть- чем она отличается от других лиг, скажем так? В чем ее особенность? Ну, скажем так, она самая популярная, самая перспективная и вообще величайшее шоу мира проводит именно эта лига. И Какой, люди, которые- Олимпия? какой Ну, финал этой какая у лиги? тебя ассоциация с моим видом спорта? Личность назови какую-нибудь.
Арнольд, да. Арнольд Шварценеггер. Так вот, первую он очередь выходец именно из этой федерации, именно под эгидой этой федерации он проводит тоже свои турниры Арнольд Классик, но и в других федерациях тоже он У проводит. вас есть, первый вопрос, на этой лиге какие-то допинг-проверки сразу? Нет, я веду к тому, что раньше была одна федерация, да, но потом Европейская федерация, она отсоединилась. Она стала отдельной, тоже назвали Elite Pro, IFBB International. Такой вопрос, какая у вас, вот сколько лига по времени проходит, как она вообще выглядит, это вообще в принципе в словах, дайте сказать, что это такое, то есть это какие-то постоянные соревнования в течение года, либо это какой-то сезон, и какой там, скажем так, выигрыш, или какое там первое место, да, за что вы боретесь в первую очередь? Давай начнем не с далекого, но с самого начала, пусть даже моего начала. Да. Я занимаюсь этим уже 10 лет. И большую часть я занимался как аматор-любитель. И понятно, что в начале я даже, если Вообще честно, до этих 10 лет или включаете 10 включаю лет? эти 10 лет, да. В начале, первые годы. Да, и это разные вещи, когда ты аматор и когда ты, к примеру, профессионал. Как раз на время расхождения двух федераций в 2017 году так получилось, что я выиграл аматор Олимпию, на которой получил право взять про-карту, ну, то есть подписать контракт на стать проатлетом. И есть такая федерация Classic Physique, на которую больше акцентирует внимание, как бы, чтобы человек не сильно выглядел монструозно, чтобы это было с тех old school времен, когда там выступал Арнольд Шварценеггер. То есть не те монстры массы, которые сейчас фрики, как их любят называть, да. Это тоже осталось, это open категория. Понятно, У меня- но цель какая вот у вас вот в итоге, вот именно сейчас вот на этой лиге, вот этой вот, которая американская? Давай, вот вот эта, профессиональная да. лига. Я должен в первую очередь, как, к примеру, Мистер Олимпия шоу — это как олимпиада нашего вида спорта, да? И для того, чтобы попасть на нее, нужно пройти квалификацию. Чтобы... Во всех странах проходит квалификация, да? Да не во всех странах проходит квалификация, но в Европе, в Африке проходят турниры, И все в съезжаются на Бразилии. главный финал, да? И все победители, да, вот, например, я сейчас готовлюсь на Нью-Йорк Про. Это Ты соревнование- прошел отборочный уже туда? Нет. Нужно пройти еще туда отборочный. Готовишься к отборочным. Да? Да, я отдыхал после Олимпии. Вот в сентябре была Олимпия, 15 сентября я отдыхал и только сейчас начал Ну, подготовку ты уже к был в следующему Америке году. на прошлом сезоне или позапрошлом, Да, правильно? был. Сколько участников было? В моей категории 38 было. 38. И первое место какое было? Можно об этом говорить? Первое место какое Ну, было? там, не знаю, Деньги. победа, Деньги. цифры, Нас интересует деньги. Нас приз. интересуют конкретно финансы. Money, Мы money, хотим просто money. сравнить киберспортивную. Ну, там, тут man лучше, show. наверное, даже и не сравнивать. Если говорить о open категории этого шоу, первое место призовое было $400 000. Ну, общий вообще-то призовой? как бы так Общий неплохо. призовой, ну, там около 1 700 000. То есть, ну, первое со вторым, наверное, хорошо отличаются, да, так? Первое 400, 400, второе Я думаю, там 100 кусков где-то второму месту. 100 кусков, да? Да. Ну, А раз в какое год ты турнирчик. место занял? 16. 16. Досталось что-то? Пару тысяч хотя бы дали? Нет, На ну, землю нашу. те, кто едут на эти соревнования, как бы в первую очередь там Ну, понятно, все что не из-за оплачивается, этого. Ну, да. понятно, да. Проезд, проживание в гостинице. Хотя я раньше поехал А турнир проходит где? в Лас-Вегасе. В В Лас-Вегасе да. это круто. Вот. У меня И- вопрос. Мишу можно с ним что-то сделать, чтобы он вот тоже... Я хотел бы под допингом каким-то прокачаться. Какой нужен допинг для Михаила, Чтобы скажем так? человек начал И, просто хотя бы делать вид, что открывает можно глаза. Погоди, можно я прервусь? Да, я У меня скажу. есть одна интересная тема. Потом мы продолжим по допингу. Это Мне- очень мне интересная тоже для очень- меня тоже тема, Смотри, Миша. Дай ответит Кирилл на вопрос. Сколько нужно времени и сколько, если вот весь допинг, который существует, его впихнуть, ну там, не знаю, там анаболики, да, ну, стероиды, и питание, и зал. За сколько времени он может стать реально машиной? Ну, не прям супер там. Претендентом, да, как бы, квалификацию, на слот из Нет, ну на из самые Украины. самые такие вот И вообще в районные моем возрасте отборочные. можно ли это сделать? То есть мне уже Да, 34 будет через месяц, то есть может уже 34. и И ведь как бы нереально состояние этого печени добиться. тоже очень В этом случае, Ну да, то есть там есть некоторые... вот видишь, у тебя такое как бы стереотипное мышление, что все дело только в допинге. Я гребаных 10 лет уже занимаюсь этим, да, я принимаю допинг, но почему-то, мать его, я не стал большой, как фрик там или еще Ну, может, у что-то. тебя При такой этом- цели как бы при не этом- было. Ты все равно как бы, извините, ну, не маленький ж мальчик, я вон из правильно? жопы лезу постоянно. Это спорт для генетически одаренных людей. Вообще, в принципе, любой спорт, который касается физических там, нагрузок или еще чего-то, это пусть даже шахматы, это генетически одаренные
люди. Так вот, я хочу сказать, что я 10 лет занимаюсь, соблюдаю день в день питание, все эти тренировочные Прости, режимы. тебя перебью. Прости, то есть ты имеешь в виду, что чисто по антропометрическим данным ты можешь подходить к этому виду спорта, либо ты не подходишь. И Я даже если ты могу будешь из жопы вон лезть, ты все равно не сможешь ничего сделать. Нет, тут другое, понимаешь? Не, ну реально с ним что-то сделать? Конечно, реально сделать, но опять-таки, Чемпионом я не то, стану, как ты да? показал, это, ну, как бы, ну, Это очень долго. это очень, Долго. все может быть, Трудно. все может быть. Он может постараться, он Что может, за год можно? Какую форму можно вот за год? ну, хорошую атлетическую форму он может. Можно набрать, да? Опять-таки, все дело не в добавках, не Питание и стабильные питание, это тренировки, режим, да. да, конечно. В первую очередь, ну, как тебе объяснить, смотри, стероиды – это рабочая сила, скажем так, да? Вот ты нанял рабочих, чтобы они тебе построили дом, и, к сожалению, не дал им ни кирпичей, ни цемента. Так вот, питание в этом случае – это кирпичи и цемент. Я А понял. иногда бывают как бы рабочие. Как ты питаешься в двух словах, и Миша, ты говоришь свою тему? Да, я хотел вернуться. Ну, хочешь, говори. Я хотел вернуться к той теме про Россию, да, и отстранение от допинга. Просто немножко оно связано с киберспортом. Я читал немножко по этой теме. Да. И суть там заключалась какая? Что у России, у спортсменов брали анализы, да, и заполняли определенную базу данных. К этой базе данных имел доступ определенное, ну, узкое количество людей. И изменения в эту базу данных вносить, соответственно, нельзя, потому что они получили этот анализ, внесли его в базу. И заархивировали. И потом, да, то есть делают резервную копию, спрятали. Но так как некоторые употребляли допинг, и в этой базе была информация об этом, то Россия решила, ну, то есть немножко почиститься и удалить эту информацию. Так вот, ты понимаешь, на чем они попались? Они попались на том, что... История, Миша. Что просто человек- Следователь. У нас в студии Что они сегодня попались на том, следователь. что человек, который составлял эту базу данных, изначально он американец. И Он даты- шпион? Нет, и даты в Америке, ребят, и даты в Америке, они отличаются от наших русских. А человек, который корректировал, он русский. И он перепутал. То есть у американцев сначала, у нас идет сначала день, потом месяц. А у американцев наоборот. И чувак, который поменял, ну, то есть, Он не поставил увидел. наоборот, и те, которые проверяют, они смотрят, ребят, так смотрите, тут вообще другие даты указаны. Понятно, что эти файлы подделаны, и все. Так они попали. На таком мелком. Ну, Да, то в интересно, таком вообще. мошенничестве, да. На самом деле, да, это правда. Я тоже постоянно путался. Я, например, заполнял определенные бланки. Ты имеешь в виду там, правда, контракты. то, что в Америке В другой Америке, порядок да, записи? да, Ну, конечно. конечно, да, есть. Это Я неправда, иногда то, что тоже, Миша да. рассказал. Ну, Не факт, что ну так и обидно есть. на самом деле. Мне честно вот за российских спортсменов искренне как бы... я вообще в Скажи, шоке. пожалуйста, это касается киберспорта тоже? Нет, вообще никак не касается. Киберспорт это... Это только олимпийских видов Это спорта? только Да, олимпийских. да. Но вообще представьте себе, ты спортсмен, ты этому посвятил всю свою жизнь, ты тренировался, ты даже выступал на каких-то олимпиадах. И ты идешь к На своей каких-то там парочку ведущий. олимпиадах. Какой-то даже выиграл какую-то олимпиаду. Они могут выступать, но без нет. российского флага, Но который... будут ли? Будут ли они это Я делать? думаю, Это что вопрос. будут выступать. А ты тренировался всю жизнь, и тут тебе выбор. На Олимпиаде, Будут, на конечно. Олимпиаде не будут, будут других. На самом деле, Кирюх, хочется узнать твое мнение. Уже просто давно ходят слухи, их постоянно пускают, все время говорят о том, что киберспорт, вот, он попадет на Олимпиаду, на олимпийский вид, ну, станет олимпийским видом спорта. Вообще, реально ли это? Вот с точки зрения, ну, как бы, когда мы там обсуждали даже эту тему, да, там с ребятами, мы всегда смотрели на, ну, на ту сторону, что все-таки на ну, на Олимпиаде, скажем так, люди хотят, не хотят, вернее, видеть там каких-то там толстых людей, скажем так, жирных, которые приедут, сядут там за компьютер, да, грубо говоря. И он говорит, ну, это как-то будет какая-то несостыковка, так себе аргументик. Но это был один из важных аргументов, которые обсуждали. То есть физическая форма профессиональных геймеров ставится под сомнение. Не, ну типа как бы что такое олимпийские, ну вообще в принципе олимпийские виды спорта, да, это как бы спорт. У нас как бы все-таки есть приставка киберспорт, Ну, да? а шахматист не может быть толстым. Шахматы есть же на Олимпиаде. Конечно. Толстый А шахматист стрела пришел. из лука, ты видел, какие у них маманы? Я думал, он скажет сиськи. Ты видел, серьезно? Блин, не может нормально Не, тетиву натянуть. я не блин. против, ребята, я просто, мне об этом говорили, как один из Мы тебя аргументов. сейчас, мы подожди. Давайте, Ладно, давай так. Я, в принципе, понял твой вопрос. Ну, если он как бы основан на том, что реально ли это, в нашем мире все реально. Отличный ответ.
С В учетом, что нашем мире все происходит. реально, это ну, тоже вполне реально. В первую очередь все шоу, все эти, скажем так, ивенты, они делаются для людей. А у вас тоже есть определенно большая аудитория и большая увлеченность, как бы массовая, ваш огромная именно сейчас, киберспорт, поэтому это более чем реально, чем даже это бодибилдинг. Потому что у нас людей, как бы фанатов этого То вида есть вот, спорта этот вот, поменьше вот будет, эта да. вот проблема с весом, она не смутит, как бы, не должна смутить. Да плевать, Говорю, да? конечно. Да не, ну Бумыча А не по пустят. поводу допинга, Нет, что у Бумыча вас? не пустят. По Вы поводу допинга, пройдете как бы, ну, анализы, на ладно? самом деле мы проходили, вопрос в другом. Вот у меня, наверное, вот я думаю, что многим это было бы интересно, на самом деле такая тема. Да. О, И я думаю, Даня, что ты у вас хочешь акцент, скрыть карты? у вас акцент как бы допинг-проб на препараты, которые стимулируют ЦНС, да, центральную нервную систему. Да, То есть в чем сосредоточенность. дело, да, то есть если, скажем так, говорить про, какие там говорили, Адderall, по-моему, да, там, Адderall или там какие-то ускоряющие, да, скажем так, наркотические вещества, то ты, грубо говоря, получается, будешь как бы, у тебя реакция появится быстро, да, то есть ты там быстро будешь убивать, резко действовать, но ты можешь тоже, ну, в то же время сидеть как бы и не понимать до конца, не улавливать контакт спокойной игры со своей командой, потому что ты все равно будешь в каком-то мире, правильно? То есть твое сознание видоизменится. Это первое. Человек, Второй, кажется, очень хорошо понимает, о чем говорит. ну, конечно, мы же профессионалы. Вот, соответственно. Проводили тесты. Дальше. В то же время, если наоборот ты будешь там, я не знаю, какие теоретически даже это могут быть препараты, но если ты будешь наоборот слишком хорошо думать и все четко понимать, что происходит, то у тебя может быть наоборот просесть реакция. Должна быть правильная формула препарата. Вот об этом хотелось узнать. Если какие-то, может быть, сейчас нас кто-то смотрит, такой, так, а ну может они нам что-то скажут, я сейчас что-то сожру и буду Они, реально наверное, терять. больше думают, что это за наркодвиж. что-то. На самом деле, как бы, ну, я часто видел ребята, которые соревнуются, ну, там, по Counter-Strike или еще по они часто, я видел, пьют там Red Bull какой-нибудь или Постоянно, или все. Monster. Да, это вполне нормально, как бы. Да. Ну, я так считаю. Но на самом деле ты был прав. Ты можешь быть на чем-то сосредоточенный, на чем-то одном, но в команде, наверное, тяжелее работать, когда у тебя Да. ну, шумы в голове, я не знаю, как это Не, ну назвать. теоретически просто не. Ну, я почему сказал вот про вот эти все препараты, это потому что у нас же есть уже организации, которые берут на допинг-контроль, и они это делают постоянно. там И всё-таки, когда наверное, да. мы спрашиваем, на что они проверяют, в первую очередь, они как раз рассказывали Наши про вот организации- Я эти думаю, вещества. конечно, навряд ли они у вас будут проверять тестостерон, там, андрогенный какой-нибудь или Я самотроф- почему и говорю о том, что теоретически, может быть, есть какие-то, ну, там, я не знаю, хорошо, хотя бы какие-то стимуляторы, да, которые там могут улучшить твое внимание, реакцию, там, чтобы ты лучше мыслил, там, ну, что вот такие моменты. Травы на ночь попить. Нет, там не про орехи речь идет, а вот что-то Ну, такое более... по-любому будут проверять на препараты, более как ставить акцент на препараты, которые стимулируют центральную нервную систему. Это по-любому. Думаешь, в будущем это все к этому придет, да? Если не придет к этому, если будут, то будут делать именно это, потому что есть, ну, нет смысла вас проверять, там, скажем, на Можно узнать, вот гормональный фон, да. Допустим, в КСе, короче, чем допинг плох, потому что ты играешь с командой. Если бы ты играл сам по себе, с какими-то ботами и был под допингом, никто бы на тебя не пожаловался, и все бы сказали, да, молодец, развлекайся. А мне вот интересно... Отличная история. Нет, и мне интересно, если я за год, допустим, планирую стать нормальным бодибилдером. А вот это уже... И собираюсь употреблять... Но желание... Я тут, значит, Миша, время пошло. Нет, Итак, поехали. Раз. на любительском уровне. И собираюсь Наплевать на употреблять, каком. За год, я не знаю, употреблять что- допинг. ну да. Есть ли от него какие-то последствия негативные? То есть, вот, допустим, в этом виде спорта. Я не собираюсь ни с кем конкурировать и Ну, в за любом счет него случае, побеждать. но- ну, есть, если неправильный прием там каких-то либо веществ, там, да, там, конечно, это должен быть контроль и контроль за состоянием организма вообще. Ты должен понимать, что делаешь. Тебе нужен специалист, который тебе скажет, как это правильно делать. Потому что, ну, я вообще, например, не рекомендую никому. Меня часто начинают хейтить немного по поводу того, что ты нам там втираешь свои, дуешь, как говорится, свой тромбон по поводу здорового питания и тренировок.
как бы, да, ты расскажи нам лучше, на чем ты сидишь там, да. Типа того, ну, так, на чем ты сидишь. Но это меня очень бесит, потому что научитесь сначала правильно все это делать, питаться, научитесь этому посвящать время. Я вообще считаю, если ты не собираешься выйти на главную сцену, да, там, на Олимп этого вида спорта, если ты не собираешься посвятить этому жизнь, если ты не собираешься стать профессионалом, Что подвигло тебя пойди посвятить? купи пивные дрожжики в аптеке и кидай их. Это максимум, что тебе могу посоветовать, да, там. Что тебя подвигло Пивные вот, дрожжики. не просто начать этим дрожжики заниматься, а вот чтобы у тебя это появился как смысл жизни? Вот. Толчок был какой-то в решении? Толчок был. Что тебя подтолкнуло? Давай я скажу так, смотри. Вот мы с тобой общались, когда, да, и ты рассказывал мне историю, ну, мы, в принципе, с друг другом общались, и ты мне рассказывал тоже, что у меня в жизни происходило, из чего у тебя началась твоя, скажем У так, меня все карьера. просто. Я прогуливал школу, пропадал в компьютерном клубе, и в итоге там я нашел место, где я мог себя самореализовать. Это с этого все начиналось, а потом это у тебя стало чем-то большим, Я тоже да? прогуливал школу, тоже сидел, играл в Counter-Strike, но не стал геймером, как бы. Я прогуливал училище, Мы могли даже когда встречаться уже на даче. учился в кулинарном училище, я повар, кстати, да. И когда я О, учился это там да? я прогуливал и ходил в спортзал. И тоже так вот То есть стал ты прогуливал Кулинарный училище колледж. ради спортзала, Ну да. да? Ну это как бы... тебя еще Я такой, знаешь, такой я тогда не мог современный догадаться, что спортивный так можно прогульщик. делать. Такой Ну правильный. понятно, мне понравилось. В любом случае, ты, вот Не, ты это- почему ты это- увлекся? это круто. Почему ты этим увлекся? Ты же не просто ходил там и тебе раздавали ножей, там, и ты, блядь, я буду. Нет, потому что это можно. У нас, блядь, можно. Не то, что тебе там ножей раздавали, и ты подумал, все, я буду ходить, заниматься этим теперь профессионально. Нет, у тебя ты увидел прогресс, у Да, тебя у меня начало начало получаться, да. Так же и я. Я пошел в зал, увидел, что у меня же крут, получается, я и же это крут. самая основная мотивация. Я увидел, что это да. мое, мне это нравится. Хотя я не считаю Честно, себя генетически искренне одаренным в этом. мы ценим. Друзья, мы разыгрывали в первом выпуске вот эту замечательную клавиатуру от HyperX, и условия, как вы помните, были такими, что нужно было написать в комментариях, кто первый из вас написал в комментариях, что займет 10 место в рейтинге игроков. Робс. Тот, кто написал Робс, да, тот получит эту клавиатуру. Вот получит эту клавиатуру. И я прошу заметить, что у нас тут собралась команда профессионалов, которая следит вообще за всем конкретно. И были комментарии прежде, Влада. Они были, да, существовали, но они уже были отредактированы. То есть это, блядь, решили люди схитрить Чисто вот... и ты думают, понял? что тут лохи, короче, сидят. Но, Влад, выйди на связь, потому что Влад не выходит на Ребята, связь. первый человек, который выиграл, это Влад Тагиев. Он выиграл эту клавиатуру. Выходи с нами на связь, Влад. и ты ее получишь. Это твой подарок заслуженный. Влад, Ты в первый. твоих руках справедливость сейчас, Брат, понимаешь? она Потому тебя что ждет. уйдет мошенникам, если Она вдруг ты тебя не ждет. появишься. Давай дальше. Ребята, ну помимо всего этого, у нас предстоит следующий конкурс, ценой которого будут эти нереальные наушники. Это Cloud Alpha? Это HyperX. Ну, Cloud Cloud Alpha. Они не шумоизолированы, они сделаны специально для геймеров. Я сам лично играл в них. Вот. И на этот раз, я думаю, мы можем загадать условия. А условия я скажу, ребят. Смотрите, мне тоже, кстати, нравятся эти наушники. Я не знаю, разрешат ли мне бороться за этот приз. Но задача следующая. ну ты чё, жадина? В Лондоне первый турнир команды Нави. Кто на этом турнире получит МВП, то есть тот, кто первым получит... Блядь, сука, кто получит МВП на этом турнире? Вот вам нужно назвать этого игрока, и вы получите эти наушники. Я говорю сразу, Саня Симпл, и хочу их оставить себе. Я не знаю, правда, разрешат ли мне это Никто тебе не сделать? разрешит успокоиться. Ладно, ладно. У тебя дома есть компьютер, есть наушники. У наших подписчиков не у всех далеко есть такие крутые девайсы, понимаешь? И поэтому, друзья, пишите в комментариях, кто займет же это МВП в Лондоне, получит. И вы получите, кто первый из вас напишет, в конце концов, вы получите эти, наушники. Вам понятно, сука, все? Давай, блин. Ладно, Тань, давай пока. справедливости ради скажу, что Миша всегда, когда был нашим тренером, ни хрена не мог с наушниками справиться. Ему бы было полезным. Да ладно. Братан, давай мы просто скинемся и подарим эти наушники, а эти наушники пусть выиграет. Не, у меня есть какой-то хорошие настоящий. наушники, я разобрался в конце концов. В конце-то концов я разобрался. Оп. Дело в том, что точно. Ладно, ребят, это вам всегда были наушники. хорошие Вам. наушники. Все, ребята, Просто руки. супер, давайте дальше.
Друзья, сегодня очень приятно с вами находиться вот в этом зале, потому что мы затронем действительно классные темы, обсудим сейчас интересные вещи. Я быстро пробегусь по списку, что нас сегодня ждет. А сегодня мы обсудим, ребята, рейтинг игроков топ-20. Мы обсудим с вами чемпионат в Лондоне, который будет играть Нави. Немножко поговорим о ситуации Virtus.pro авангард сделки, да, которая произошла на рынке киберспорта. И также обсудим долгожданную новость. Это набор в Академию Pro100. И в целом поговорим о тир-2, тир-3 игроках и командах. Первая новость. Михаил, вам слово. Да, уважаемый. топ-20 игроков, ребят, это очень уважаемый рейтинг. Попасть в топ-20 очень тяжело. Я думаю, что и Даня, и Ваня, которые были, кстати, в топ-20, расскажут об этом, как это вообще, какие ощущения. Приятно. И, кстати, одна из задач, которая у нас будет, когда уже выйдет выпуск, вы будете знать, кто занял какое место. Мы постараемся сделать свои предположения. Мы еще не знаем 7 игроков, какие они займут места. И порассуждаем об этом. Скажем, конечно же, хорошие слова игрокам, которые попали уже в этот рейтинг и которые попадут. Так. Как ты красиво сейчас защебетал. Ну, я бы сказал еще о том, что Миша абсолютно прав. И действительно, это круто, когда ты в конце года, точнее, вот уже январь, в начале следующего года подводишь итоги и получаешь как бы какое-то всенародное, всемирное признание того, что ты весь год пахал, там, штамповал турниры, становился МВП. Это как-то приятно. Какое, Вань, ты вот Это самое приятно. высокое место в рейтинге занимал? Ну, мы в 2010 году, когда в 1.6 были, мы там высоко все были. Хорошие это времена вспомнил. Марик там первый был, я, по-моему, был... Третьим ты был? Нет, пятым, либо четвертым. я уже не Третьим помню. был в каком-то, нет, или четвертом? 1.6, естественно, речь идет. 1.6. Ну, в общем, на самом деле, для каждого из игроков, который вошел в этот список, это огромное достижение. Ребята, ты сейчас сказал в 2010 году. Друзья, я просто начал в голове Братан, перебирать. забудь это время. Брат, ну, честно, я в Рубрика 2010 «Вспомним году... победы». Ну, ты же вспомнил 2010 год? В 2010 году я был в рейтинге топ-20 единственный раз, но я там был. Ну, похлопаем, давайте похлопаем. Ладно, не надо хлопать Не, таким ну вещам. молодец. Это- Ну было, как, достижение. Извините. Честно вам скажу, ребят, в 2010 году не так ценился этот рейтинг на самом деле. Да, это типа было престижно, круто, но на данном этапе я смотрю вот на этот список игроков, я понимаю, что уже давно это действительно престижный рейтинг, потому что это не какое-то получить там МВП на одном турнире, да, это нужно проделать работу на протяжении всего года, причем, я так понимаю, трудиться нужно очень много, чтобы попасть в эту двадцатку. Ну, я вот, кстати, хотел бы поспорить с тобой по этому поводу. Пожалуйста. Вот если я, слушаешь. ну, смотри, Конечно, это я право. очень уважаю как бы тех игроков, которые Сергей. находятся здесь. Но здесь, смотри, есть, я просто покажу там, Сергей, да, это такой игрок, то есть Энце в начале года, да, то есть выстрелили, нашли на мажоре до финала, то есть показывали неплохие результаты, а потом весь год они, скажем так, прозябали. У них начались терки между командой, они, то есть выгнали игрока, и команда не показывала результата, да. Что ты Я скажешь? просто хотел сказать, я пытаюсь учиться не перебивать, О, молодец. культурным, так сказать, ведущим. И хочется сказать, что Сергей, это рейтинг же игроков, не команд. Мы говорим о том, что... Ты просто начал говорить про Энса, но Сергей же, он это же игрок, и он выделялся. Просто ты очень хорошо сказал в первом выпуске о Зиву, да, и о том, что куда-то делся рейтинг или что произошло. Верните картинку. Нет, ты просто сказал хорошо про Зиву, про то, что ты дал какие-то жесткие праврасклады, я просто завалил рот, и я не мог ничего тебе вообще возразить. Ты четко сказал, что типа, чувак, ну вообще-то как бы команда проигрывала, а Зиву бомбил. Ну вот здесь похожа, я так понимаю, ситуация. Рейтинг игроков все-таки. В списке есть игроки, которые показывали себя в течение года очень круто, но их команды... Да, я тебя слушаю. Но их команды, в общем-то, не добивались высоких. Я хотел закончить свою идею все-таки насчет Воксика и Робса. То есть на протяжении полугода Mouse они пытались набрать форму, работали над игрой. И вот в конце года, то есть команда настолько выстрелила, что эти два парня, я думаю, за их результаты в последние 2 месяца, они как бы заслужили место в этом списке. Ну, вообще, честно сказать, вот для меня
вот эти вот игроки все, которые находятся в двадцатке, почему я говорю, что у меня, мне к ним уважение, потому что, чтобы попасть в двадцатку, ты должен держать планку рейтинга на протяжении всего года. Да, то есть у тебя могут быть какие-то турниры неудачные, но если их будет немножко, даже процентов 30-40, ты туда не попадешь. Да. Вот в чем дело. И это как бы на самом деле... А если ты постоянно, ну, если, скажем так, ты играешь стабильно, то ты 100% много тренируешься, ты всегда поддерживаешь форму. Потому что на данном этапе в мировом, так сказать, рейтинге, КСе, если ты перестаешь тренироваться, вы знаете, что происходит. То есть поэтому, из-за этого можно сказать, что... Но меня радует, знаешь, что это еще, когда мы были на мажоре, последнем, ну, твоем мажоре в Нави, как бы моем мажоре в Нави, тебя, Ваня, уже не было. Я там был. И перед встречей с Evil Genius, мне просили сказать пару хороших слов про эту команду, то есть снимали этот ролик, если бы мы выиграли, его, может быть, и показали. Я не знаю, может, так показали. Я видел, ты такой сидел, такой, что, блядь, про них сказать? Вообще показывали. Я был на трибунах, показывали. Я засунул туда, короче... А? Не перебивайте, ладно. Я засунул... Да не живо получается, мы хотим перебивать, блядь. Ладно, да перебивайте. Мы иногда будем перебивать. Перебивайте, да. Ну, что было дальше? Что было дальше? А дальше я засунул в этот рейтинг сразу нескольких игроков. Из 20, в топ-20 я сразу нескольких игроков туда поставил. И вот смотрите, Бризи, Сэр, 3 игрока. Этан. 3 игрока там есть. Видишь, мой этот самый. Этан Гумильянович. Этан. А как его правильно? Итан, правильно. Итан. И Итан. Суть в том, что ты их туда засунул. Ладно, друзья. Давай угадывать. Так Мне, засовываешь просто. знаете, вот я начинаю вот эту вот бюрократию, вот это не перебивайте, не говори. Да перебивай сколько хочешь, мы тебя Я, тоже сука, будем блядь, это перебивать. наше шоу, блядь. Я не собираюсь тут сидеть, блин, вот это вот, знаешь, пыжиться. Угадывай. Мы живые люди, мы хотим Ладно, угадывай. живчик. Угадывай. смотреть. Вот там 7 Всё. позиций угадывай. Осталось 7 позиций. А мы потом будем после Смотрите, тебя мои угадывать. предикшены, этот не Давай! это банально. Ша! Просто говори, первый, второй, третий, четвертый, пятый, Шаолин, шестой, нахуй. седьмой. С седьмого начинаем Нет, просто. смотри, Давай, два давай, игрока команды Нави, 2 игрока команды Астралис, 2 игрока команды Liquid и 1 игрок команды Vitality Зиву. Почему не 2? Потому что 7 осталось всего. Я назвал 6 и Зиву 7. Ты уверен в этих раз? Значит, я поставлю, я буду с первого места называть, наверное, так. Первое будет Зиву, я думаю, второе будет Девайс, я считаю. Третье. Я поставлю, наверное, Элижа, а не Сашу Симпла, чисто по командным заслугам. Да мы в прошлом выпуске четко утвердили, что это троица будет, вообще-то. Нет, ну как бы Зиву, на самом Девайс, деле Элиш. у Симпла стата лучше. Это чем его у Элижа. выбор. Дань, ты свой У выбор Симпла, скажешь потом. смотри, суть в том, что этот Уважаю, рейтинг, уважаю. он не особо как бы учитывает командные заслуги, он учитывает, но, насколько я понимаю, приоритет не иметь высокую стату и играть То есть круче. Simple будет с Элижем спорить, кто третий, кто Ну, я четвертый. так считаю, да. Так ты он угадывать, дай ему угадать. Да. Элиш, Симпл Простите, четвертый, простите. пятый, получается, Электроник, шестой будет, у нас остался Nav и Magix, да? Нет, я пятым поставлю Magix, шестым Электроника и седьмым Nav. Хорошо. Теперь Круто. я или ты? Да не, все-таки ты, потому что ты все-таки кто? Ну давай, первый за Иву. Тут постараюсь просто надо точно назвать. Второй Simple. Да, вот так. Третий так и быть Device. Четвертый Elite. Пятый Electronic. Шестой Magic. Седьмой Nav. Все. Теперь твой выбор. Ну, я, честно говоря, скажу пару слов на тему того, что, не знаю, Simple я очень уважаю, конечно, как игрока, но Device смотрелся лучше в этом году. Я буду, честно говоря, удивлен, если дадут все-таки Simple. Вот, поэтому поставлю первого за Иву, второго Девайса, третьего Simple или Elite. Ну, Elite играл первые 8 месяцев очень сильно. Последний, помогите мне немножко. Он хорошо играл весь год. Весь И даже год? когда Он Liquid- очень И сильно даже играл. когда Liquid проигрывали, он играл хорошо. Честно, А Саня он мог Simple? быть даже выше Device. А если Саня честно. Simple. Смотри, а у Сани Симпла индивидуальный рейтинг. Я просто почему Саню поставил на второе место? У него индивидуальный рейтинг выше, чем у его соперников. Девайса. И у Он сейчас Девайса, и у топ-1, Элиджа. да? Нет, ну топ-2 после Зайву. Топ-2. Он значительно выше.
Но при этом, при всем, вот я действительно, знаешь, как вот, я не могу понять, все-таки, то ли это так, все-таки это объективно так судить, что у него такой высокий рейтинг, да, то есть и он должен занять второе место. Ну, то есть, по моему мнению, как бы РХЛТВ.орг должен ему отдать по своим подсчетам. Но Согласно той логике, которой они да, но с придерживаются. другой стороны, команды, которые, лидерами которых были Девайс и Лидж, они добились, в разы больше. Да? Но То при есть- этом еще на ХЛТВ часто, помните, сколько было кипиша от наших игроков, почему, блядь, я сыграл, блядь, по статистике так, почему мне дали рейтинг ниже? Знаете, тут там тоже какая-то система определенная, которая высчитывает, и она не всегда как бы, на 100% объективна. В любом скажем. случае, это все субъективно. Ладно, скажем так, хорошо, ладно, мой прогноз, да, надо что-то говорить. Зиву, Девайс, пускай будет Simple 4-м и Лидж, топ-4. Дальше у нас остается Magic и NAF, и кто еще? Электроник. Электроник. Блин, Электроник бомбил хорошо в целом. Magic или Электроник. NAF, наверное, все-таки на 7-е поставлю. Мне что-то больше нравится Magic или Электроник. Magic тоже очень много сделал в этом году. Они подсказывают уже. сколько Ладно, ну можно. пускай будет 5-м Magic и 6-м Электроник, 7-м NAF. давай. Мой будет рейтинг такой. Ладно, давай Я- похлопаем этим игрокам, топ-20, Ребят, как бы в очень любом уважаем. случае, кто бы из Молодцы. этой семерки, если мы правильно угадаем, что это семерка, да, будет именно, это уважаемые люди. Это очень крутые игроки. Это элит, это Это VIP, просто такие Counter-Strike. Просто отцы. Давайте боги, похлопаем. боги, Ребята, боги, вы заслуживаете нашего уважения, вы красавцы. Мы желаем вам удачи в этом году. И- Резюмирую я, подводя итоги вот этой темы с допингом, какой мы можем сделать вывод по итогу? Геймерам вообще нужна эта хрень, не нужна? И какой твой вот совет профессионала со стороны как бы вот взглядом? Скажи, ты же тоже профессионал. Все, что хочешь. Да, я думаю, что геймерам это не нужно, потому что все это молодые ребята, а молодые ребята, у них организм пышет энергией и Порхает как готов бабочка. развиваться и показывать максимальный результат. То есть зачем им нужен допинг? А старым что делать? Мы ж не только про молодых говорим. Старикам тут Послушай, старики тоже играют, сражаются и неплохие показывают результаты. Пускай старики это мы будем считать игроков за 25, за 26, потому что я почувствовал уже проблемы вот в игре. Первые такие вот сигналы физического состояния после 25. С каждым годом это я чувствовал, что ухудшается энергия для того, чтобы там, не знаю, столько же тренироваться, как раньше. Я думаю, это благодаря твоему образу жизни происходит. Если ты в течение там, от 20 до 25 вел бы иной образ жизни, ты бы не почувствовал этого 20. Ну, какой иной образ жизни? В любом случае, ну что ты имеешь в виду? Да. Ну, здоровый, допустим. Да, смотри, ты говоришь здоровый образ жизни. До 25, то есть, в принципе, это был здоровый образ жизни. Не по был, я с сути. тобой всю жизнь играл. Мы Не, ну максимально спортивный, понятно, что он не был, но он был не такой там, Сон. знаешь, ну, У нас на протяжении многих лет не было нормального сна. Мы засыпали, каждый день утром. мы задротили, Сон понятно. это самое важное восстановление. У нас нервная система, шарики до ролики, потом проблемы, пожалуйста. Ладно, Он хорошо. прав, я с ним согласен. Да. Все? Ладно, скажу не так. знаю, да. Что касается киберспорта, я не могу рассуждать, я там не биохимик, какой препарат и все остальное. Я скажу, что бы сделал я. Если бы я занимался киберспортом, я бы не принимал допинг. Не принимал. Можно без этого обойтись. Двойной эспрессо меня очень хорошо бодрит. И этого вполне хватит. То, что был разговор о правильном питании, это, наверное, было бы больше на руку, если бы человек соблюдал режим, он спал хорошо, что очень хорошо для нервной системы, для восстановления вообще в целом организма, да, после нагрузок. Для того, чтобы нормальный обмен веществ был, нормальное вообще зрение было у человека, надо правильно питаться, правильные нутриенты принимать. Смотри, Все ну это. вот такой тогда сразу вопрос. Вот давай просто распишем вот четкий там. Диету для Нет, геймера. режим киберспортсмена, да, который готовится уже к чемпионату мира. То есть вот уже у нас как происходит? Мы приезжаем на буткэмп, у нас есть там 2 недели, у нас там чемпионат мира, цель там его выиграть, да. Тренировки, конечно, идут на износ. То есть мы реально там, вот, как Ваня, ты говоришь, там нервная система, сон, все нарушается. Давайте распишем там вот
Вот проснулся, во сколько надо просыпаться? Я- 10-11. Я думаю, в режиме... 10-11, как сложно. Во сколько в принципе, во сколько понял. ты просыпаешься? В 7. В 7. В 7 просыпаюсь, и когда у меня подготовка, я просыпаюсь в 7, потом у меня идет утреннее кардио, и через час кушаю. Вот в 7 проснулся, где-то после кардио, там 8 часов кушаю, и через каждые 2 часа у меня идет прием пищи. Так вот, по поводу того, как вести себя на кемпе, да, ну, на сборах, там, где вы тренируетесь, ну, тренировка, сколько она у вас там длится, я не знаю. Ну, но примерно 10. свежий 10 часов. воздух, здоровый сон и правильное питание, и чистая вода. Вопрос такой, Кирюха, тогда к тебе сразу. Играл ли ты в КС, играешь ли ты в КС и готов ли ты сыграть на спорт? Я играл в КС, я весь свой 9 класс там прогулял, да, в КС. В игротеках, короче, да. На пентиумах, или там на солеронах, не помню, что там было. Вот, я играл, мне нравилось играть, ну, иногда даже, помню, дома играл там всякими ботами, всякой этой ерундой. Сверхурочно Да, тренировался? в 1.6 Хотел я удивить? играл. Ну, это поняли, ну, С тобой зарубиться, да? да. Ну, Да, у давай нас лучше Даня там, это- не знаю, зарубимся в становой тяге. Нет, подожди, со мной, Становые тяги. Я готов с тобой зарубиться. На если- мираже. Если ты будешь в зимних варежках, Можете да? зарубиться, да? То есть, Слушай, да, ты будешь в зимних варежках, да? И шапки-ушанки задом наперед. Тогда Не, если не, не, я хочу конкретно именно в Counter-Strike, не обязательно со мной, ты можешь выбрать себе любого. Вот, допустим, меня. вот, допустим, ты Похоже можешь взять меня, Михаила, давай. потому что он тоже давно не играл в КС, команде, я так понял, да? но он у нас тренер. Я не играл. Просто, в да, КС, он не играл. Почти с тех же времен, как и ты. Изи просто, да? Там, Троем это же не я, да? накинемся сейчас. Хорошо, у меня есть встречное такое предложение. Зарубиться на настоящем оружии, но не на ножах. Так. На калашах. Ну, да, на ножах не надо, а то можно... Ну, без разницы, какое там оружие. на- Выбирайте на оружие, дозорты. мы зарубимся, там, поедем в Пинарев. В тире на настоящем оружии, на калашах, зарубиться. Я навряд ли, я не считаю это настоящим оружием. Надеюсь, как бы, ну, я думаю, что там в основном оружие Ну, это, только в принципе, с одиночной стрельбой. А правда, что ты в армии служил? Да, это правда. Так, подожди, кто Подожди, я что, один здесь победить? в армии служил? Какой Ну, так хитрый получилось, прием. у нас другая была такая, У нас киберспортивная Даня армия армия. тоже была. Но тут Нет, подожди, вы хорошие стрелки, да? Ну, Вы стреляли. хорошие стрелки. Ну, Вы- хорошие- Давайте так. Да. У нас практически равные условия. Конечно, я знаю там технику стрельбы и все, но я последний раз оружие держал, ну, год назад. Я считаю, что мы должны принять. Ребята, смотрите, я считаю, что мы не должны принять Мы не будем вызов. пасовать. Этот вызов. Но у нас есть тоже определенные условия. Ну что, пусис? Мы в таких ситуациях должны тоже кое-что сделать, а именно вытянуть карточку вот там вот, и там будет задание. И те, кто хуже всего, троица, сразу я подумал, будет один чемпион, а трое будут выполнять это задание. Да, И вот да. давайте, Кирюха, тащи карточку, выбирай. Я. Ну, Давай давай так как ты, братан. гость, и чтобы не было... А кто хорошо хоть в тире стреляет? Миш, ты нормально? Ну, ладно. Понимаете, что мы сейчас можем просто Я втроем знаю, выполнять? нормально, Человек с нормально. армии там лупасил. То есть беру карточку любую, да? Да, любую карточку красную, просто выбираешь. О, она Я сама недавно отвалилась. стрелял, как бы, но... Да, и ты там должен прочитать задание. Слушай, я согласен на игру в КС, но только ты будешь в валенках на руках, хорошо? Допустим. 2 правых валенка на руки тебе. В валенках на руках? Ладно, ребят, условия такие. Что там? 3 человека, ты говоришь, да? Ну да, брали трое, один Ну, мы, победитель. короче. Самый лучший Вот, короче, только. мы. Это, наверное, чтобы веселее было, чтобы никому обидно не было особо. Ладно, что там написано? Кушаем сюрстрёминг. А это что такое? Сюрстрёминг. Знаешь, что Никто это? не знает, что такое сюрстрёминг. Подожди. А что Там такое взорвется, не сюрстрёминг? надо. Лови. Ой, блин. Мина! Сюрстрёминг. Слушай, это мимо это. Что такое Что это такое? Это бомба, блядь? Ладно, ребят, если Ищи вы не кричать, знаете, не что это открывай. такое, это традиционное блюдо, если не ошибаюсь, вроде бы как шведы, да, там делают это блюдо. Это какая-то гнилая селедка. Да. Рыба? Но если ты не видел, было видео, я как раз мне недавно показывали, может, недавно, года пол назад, как ребята в фургончике в каком-то там открывали эту банку и наспор хотели попробовать этот Ну, деликатес. я уже так понимаю, что он вонючий там нереально, да? Я, если честно, не знаю.
То, Ну, что на я- видео то, что что я было? видел, я уже в предвкушении, и надеюсь, я не буду в числе той троицы счастливой, которая будет Если это мясо и не лакомствовать. Когда мы стрелять идем, есть Я не время знаю, когда мы пойдем потренироваться стрелять, но еще? мне кажется, пацаны, нужно Или пойти нет? потренироваться. Ваня, так тебе серьезное задание. Сока я вообще никогда не подожди, стрелял. я Хотя тренироваться нет, не буду. Всё, Ну пойдем. ты в армии был, братан. Ну, ты тренировался у тебя там так 5 лет. сколько? Ну, бордюры я в армии красил, и что? Да, а на стрельбище. Мы так и поверили. На стрельбище мы красили мишени. Короче. И травку щипали, да. Так, друзья, ну что, мы отлично пообщались. Это было просто супер общение и много чего интересного обсудили. И мы перемещаемся в тир. И оп, ребята, и вот мы находимся в тире, мы перенеслись наконец-то сюда. Пум. Как вы знаете, мы сейчас будем заниматься серьезной стрельбой, будем соревноваться. Мы ждем сейчас нашего 4-го героя, Ваню Эдварда. Вот-вот он приедет, и мы пойдем стрелять с калаша, делать серьезные действия. Так что погнали. Готовы? Погнали. Нормальная мушка, все хорошо. Так, 25 выстрелов. Если я попал хотя бы 5, я буду рад. Я мишень практически не видел в связи с тем, что очки, конечно, Запотеваю. Пойдемте посмотрим. Это очень классный опыт, на самом деле, очень понравилось. Блядь, я хоть раз попал туда. пожрем, короче. Ничего себе, я валиваю! Нормально у меня очков, я вам скажу. Все вообще четко. Да, Батя. Армия не прошла даром. Но десяточку не отлепил, смотри, десяточку не отлепил. целился. Да понятно. Мне кажется, я вообще меньше всех выбил. Вообще хуйня! 7, блядь, 7 выстрелов с 25. Ну вообще слабо. Я попал в десятку, я попал в десяточку. Ого, Миша, блядь, посмотри! Вы что гоните, Миша, ты что, выиграл? Да не, я не выиграл. у меня Ебать, слишком- это выиграл должен, Да, я не посмотри. выиграл, но 5 раз в десятку попал. Ты что гонишь-то, ты выиграл. Он выиграл. Посмотри! Он должен был выиграть! 3 десятки, блядь, понастреливал, вы что, прикалываетесь, ебать? 5 десяток, ебать, ты что, ебанутый нахуй, блядь? 5 десяток, Миша с первого раза, блядь. Ебать, есть такой фильм «Тренер», нахуй. Вот он, блядь, идет, пацан. Так я вот не понимаю. Я смотрю, 5 десяток человек пробил у него ствол, вот так вот гулял, блядь. Ну что, 5 десяток, я доволен в любом случае, независимо от того, сколько я набрал очков. Не хватит одного очка, что ли? 17 равно. 129, 129, ты 129 победил, очков? победил. Так, давайте, блядь, пересчитывать. 4, 5 десяток. 50. Сейчас. 50 плюс. Плюс 2 18. Ага. плюс 35. Плюс 35, да. Плюс 35 плюс 15 равно 34. На один Я выиграл на один. Выиграл, Миша! Миша, как ты это сделал? Я не знаю, но с левого плеча очень неудобно стрелять. Я просто- Друзья, у нас соревновательная система. Тот, кто проигрывает, вернее, тот, кто выигрывает из 4 людей, тот не ест эту фигню, этот сёрстроминг.
а 3 человека, которые проигрывают, они ее едят. У нас, как ни странно, победителем стал Михаил Благин, вообще очень неожиданно, кстати. Вот, иди к нам сюда, Миша. И он решил поддержать нас, и так как Ваня Эдвард, который проиграл, уехал, решил искушать вместе с нами. Я поддержать решил до того момента, когда я увидел видео, как люди едят, и потом... Подожди, ты уже позорнул. Caution, caution. Ладно, ну я... Тут жестко все, за слово базар надо держать, отвечать, как бы, поэтому жрем троем. Ну, Надо объяснить, что сюрстрёмен Свят, нам пиздец. это протухшая селедка, которая год лежала, протухала, и сейчас, говорят, она очень вкусная. Но есть Нет, её говорят, очень что тяжело. она воняет какой-то такой темой, что только когда ты открывать начинаешь эту фигню, уже у тебя, Ну, вы бля... просто преувеличиваете, на самом деле. У меня так кот дома валит, что не имитирует этой всей фигни. Ну пошлите Да, смотреть, пойдем погнали попробуем, все это посмотрим, как пробовать. будет. Смотри, смотри, смотри. Ладно, мы сейчас будем союз снимать. Посмотри. Да нахуя это снимать? Это тот случай, когда повезло, что забит нос, да? Очень повезло. Вот такой Эй, подожди, что за дела? Все чего-то боятся, тут я не могу понять. Это просто консервы. Подходите сюда и спокойно. Тихо. Тихо, ладно. Тут еще Дима, свежий ты воздух. берешь- на Давай, я моей- подскажу, Дима, ты берешь крупняк, я Хорошо. средний беру. Ребят, только тусим в этом кругу и едим в этом. Тише, тише. Ну, пока не так сильно воняет. Да вообще сладость, бро. Ну, Не, ну не пока воняет ацетоном пахнет каким-то. Она Это просто беззаразна. свежий воздух. Реально, Да, надо в свежий помещении это делать. Фу, ё. Кто дал? Эй, не выходите из круга. Не выходите. Глаза разъедает! Как это не воняет? Вот что у вас носа? Ребят, давайте, знаете, как не воняет. Не воняет, это надо пробовать. Пробуй и докажи, что не воняет. Давай, попробуй. На тебе вилочку. Пробуй. Пробуй, не воняет. Давай я тебя сниму. Давай. Не воняет она. Блин, воняет очень сильно. Очень воняет. Как это съесть? Ух, еба! Эй, воняет. Ты чего? Дань, подожди, ну. Закрывай нос закрывай. А ее надо все печь, что ли? Может, просто хватило, ты ушел упустил? Сука! А ты тоже попробуешь, что ли? Нет. А, ты... Старый, просто держи нос и кусай, последний раз. Да он уже сука. Она, сука, вонючая. Ладно, смешно, грешно смеяться, потому что... Я говорил, лучше не есть до нее, блин, да? Фу, Ее бля. сразу надо глотать. Или надо есть? Или есть? Да и с хвостом ешь, гонишь. Могут шкуру едят вообще? Шкуру едят? Да. Что можно, что едят. Ты напомни, ты за Эдварда отдуваешь. Я за Эдварда. Поэтому две рыбины давай. Ладно, если что, я буду ее бросать. Мне кажется, это что-то... Надо бросать, будь мужиком. Ладно, я ем. Все, за раз, два, три. Помогает. Все нормально. Ну, это хороший день.
Блядь, ну, не могу сказать, что очень вкусно, я просто не люблю селедку. Блядь, еще раз укушу, больше не буду, правда. Надо есть, только дрожить. Знаете, куру забить. Фу, блядь, вы здесь нарыгали везде. Мне просто повезло, что мне заложен нос. Сегодня мне полностью везет. А, так, братан, ну, заложен, ты не Очень воняет. Не, я почувствовал и так. Бля. Я ножки заложил? Ты что, я говно за котом убрать не могу, меня ворот это, ты говоришь. Подожди, я до этого говорил, что кот срет, а мне пофиг, да? Я съесть бы целую не смог бы. Я вот так попробовать смог, а, блядь, ее проживать, вот кто ее съест целую, это пиздец. Да ну просто против ветра, сука, не... Так, готов? Да какой готов? Давай. Давай второй раз. Ты ее ешь как будто бы каждый день. А запах чувствуешь какой-то? Я отключил функцию запаха. Не, ну просто отключил. Да, ну давай запахом, а то включи функцию запаха. Ты победил, да, ты победил. Вот победитель в этой... Ну есть приятнее, чем нюхать, блин. Я нюхал. Да, я просто понял. Серьезный человек. Не могу на камеру рыгать. Не могу. На самом деле, блин, ну не могу, ребят. Что, для Вани будем забирать? Повезете ее, Ваня? Нет, Не повезете, нет, воняет сильно. Да? давайте так. Надо закончить. Ну, нужно подойти и вот так вот внюхнуть ее. Давайте. Кибершоу! Ну, дольше останься. Сади, ну подожди, нюхай, бро. Нет, подожди. Давай 5 секунд, 5 секунд. Да нет, ну ты да, 5 секунд надо нюхать. Давай, я считаю. 501, 502, 503, 500. Пожалуйста, попросил. Мне реально хуёво не идет. У тебе нормально как-то, Кирилл. Я не знаю, как ты это делаешь? Не знаю, пацаны. Мне бы еще картошечку в мундирах. Гигиена в раз 16. Не, на самом деле, Как ты с ней так спокойно? я не знаю, я когда смотрел, когда ты ее кушал, мне было плохо. Сейчас мне не лучше. Кибершоу. Ох, ребята, ну это было прикольно. На самом деле, могу сказать, Миша, что ты молодец. Не хочется стоять на вот этой линии, блядь, огня. Она реально прям сюда дает. То, что ты реально пошел за Ваню и как бы вместе был с нами. Сегодня победитель Михаил. Надо, кстати, ему какой-то приз вообще-то. Было. Мы ему отдаем всю селедку. Ставьте лайки, будьте с нами, поддержите нас. Бум-бум-бум-бум-бум. Друзья, следующая тема просто нереально замечательная. Лондон. Турнир на 250 тысяч долларов, где будут играть Нави. Мне в первую очередь хочется послушать вас, потому что я вижу вас, настоящих профессионалов, и действительно у вас отличное мнение. Мне приятно находиться с вами. Дело в том, что этот турнир начинается 31 января, и он совпадает с турниром от Бласта, который проходит в эти же даты. Будет играться во время начала этого турнира, будет играться первая группа, а во время окончания этого, финальный день турнира, совпадает с медиа-днем команды Нави на Бласте. Вот ты такой. Ну, это в Англии Ты этот встречался Бласт с проходит, Юджиным. Ты встречался с Юджиным. Смотри, подкованный. Юджин просто был в Харькове. Жека, привет. Вот вся информация. Вот, этот инсайдик. Давай инсайдики из Какие-то команды. инсайдики давай. еще можно узнать, Может, пожалуйста? ты и про буткемп знаешь, когда он А начинается? выгонять Гвардиана или кого-то будут?
Будут Через 5 изменения дней? или состав будет этот? Буткемп через 5 дней Ну, или когда? скажи, пожалуйста. Всего 5. Всем интересно. Буткемп блин, 5 даже дней нам. перед этим турниром. Ну понятно, потому что потом долгий перейдет сразу на 2 турнира. Команда играть будет... Давай вернемся к турниру. Эти турниры команда будет этим составом играть? Да я знаю. Я ж вижу по глазам, что знаешь. Я не знаю. Будут новости, Я-то- изменения. Ты знаешь что-то? Братан, ну Юджин приезжал, ну есть информация. Я не знаю Блин, ничего. а Мне чё? никто На самом не деле не надо, сейчас скажут, Юджин что-то спалил. Нет, я просто... ты знаешь, мелочи, понятно, что глобальных вещей никто не скажет. Понятно. Давайте дальше. Если бы они еще были здесь. Я думаю, Глобальные сразу, вот и вещи. мой прогноз, команда сыграет этим же составом Да. на этих турнирах. И это гарантированная информация. Давай не зацикливаться на одной команде Нави. Там играют Mouse Sports. Гарантированно это не скажу. Я вообще хотел начать, вот можно я начну говорить об этом турнире и скажу следующее, что это на самом деле вот вроде непримечательный турнир, а выглядит он классно. Тут есть два явных фаворита. Мауспорс и Нави, которых я надеюсь, что мы увидим в финале, Было бы которые здорово. покажут нам красивую игру. Но кроме этого, тут есть еще две интересных для меня команды. Это Энса и Virtus.pro. Энса, которые пытаются вернуть себе прошлую форму, да, они поменяли состав, они потеряли какую-то изюминку. Ну, пора им уже начать что-то показывать, или они реально ошиблись? Они кто-то следит вообще, не тренируются сейчас? Много ли они тренируются? Я вот и не знаю. Не знаю тоже. Нет инфы. Я не знаю. Virtus.pro я предлагаю Миш, тоже- отдельную тему оставить. Мы не будем говорить даже по этому турниру. Я бы, честно говоря, чуть-чуть детальнее разобрал бы, вот раз мы уже затронули. Давайте не будем затрагивать все команды, а поговорим о Mouse Нави, да, так как это две команды, которые главные фавориты. Какие карты, какая команда играет, какие играют лучше, какие хуже, и кто будет все-таки в Best of 3 фаворитом. Нави в этом будут матче. пикать Dust 2. Давайте просто Смотри, порассуждаем. это прошлая информация, да, то есть сейчас же прошел с последнего турнира Давайте больше по месяца. прошлой, Видишь, по все- крайней мере. все Давайте отдыхали. посудим по прошлой информации. Но спорта играли все карты. Можно быстро скажу, Нави 5 не играли копеек. все карты. Нет, нельзя. Собирается так команда, начинают они обсуждать. Ладно, И, к можно. примеру, против нас, там, против Нави скоро матч. И такие, Новый год, прошло уже 2 месяца, Нави не было видно. Ну что, будут ли они играть там кэш, к примеру? Это прошлая информация, мы не знаем. Знаешь, и в принципе информация не менялась, да, очень часто. Или там у них на этой точке там есть слабые места. Мы их фиксим, но все равно это большая работа, правильно? То есть за месяц вот так вот щелчками быстро ты ничего не поменяешь. Поэтому можем по старой инфе что-то говорить. Кстати, ладно, вот так если ты уже зашел об этом, заговорил об этом, часто люди спрашивали, когда Нави начнут играть кэш. Когда я был в команде, ты был в команде, и мы так его толком и не заиграли. Можешь ответить, почему, короче, так произошло? И Друзья, Вроде кэш нехватка просто времени. как-то. Извините, Нет, ну, пацаны, на самом домашняя деле- на суета. самом И все, и все потом критиковали, говорят, нехватка времени. Да чем они там, сука, занимаются? Нехватка не времени. Как? Нехватка кэша просто. Нехватка кэша. Кэша нам не хватило, друзья, не хватило немножко кэша. Кэша было мало. Ну, Хотя, кстати, на мажоре же, короче, там, где мы проиграли На Энс, мажоре всегда кэша больше, чем мы везде. готовили немножко кэша, мы мало кэша Подожди, привезли, на мало. мажоре всегда кэша ребята, больше. когда я видел вас вот так вот вы делали, я не Кэшика, сказал бы, да. что мало кэша. Кэша было достаточно. Но это лайв кэш, я бы сказал. Ребят, на самом деле, по поводу, кстати, Инферно, да, хочется сказать, Нави, мы звонили в прошлый раз Бумычу на турнир прямо на прямую связь. Если у нас есть файл, мы прямо покажем, как этот звонок был. Вот, и он сказал, что Инферно они не тренировали, а показали неплохое Инферно. Вот, они сами даже особо не ожидали, что они как бы... То есть, соответственно, если команда играет... Не тренируют, хорошо играет. Если команда играет неплохо карту, которую даже не тренирует, то есть она ее чувствует лучше, а на других картах нужно сделать просто прогресс, рывок. Я предлагаю открыть нашим зрителям главный секрет на карте Инферно и рассказать, что если команда умеет хорошо ходить на Б, у нее это получается, то за атаку ее ждет успех. И точно так же за контртеррористов. Если вы сможете останавливать заходы на Б или бороться грамотно на банане, то точно так же вы сможете победить. Кто побеждает на банане, обычно тот выигрывает игру. Миша прав. В принципе, да, есть в этом логика. И, Ну хорошо, а что команда Mouse Sports? Какие По сильные картам? карты? Я вот думаю, что Mouse Sports на самом деле очень хороший Dust 2, как бы там ни было. И очень хороший был Мираж до тех пор, пока они не у встретились с них по статистике Виталити. трейн на самом деле сильный идет. Ну, Dust 2 вторая карта, Overpass третья. Хорошо, давайте по-другому. Почему? Ты Нави, я Моуспорс. Поехали, вычерку карту. Ну, Первый. я Нави? Да. Ну, я Вертиго вычеркнул. Ну, я оверпас уберу.
Оверпасту брал. Ты выбираешь Мауспортом, наверное? Ну, Мираж я возьму. Не, подожди, я Нави? Нет, я не Да, ты Нави. Я Даст 2 сразу возьму. Даст 2. Я Мауспорс. Мне брать либо Нюк, либо Инферно. А почему не Трейн? Трейн, а Мауспортс очень... 100% Смотри, если мы уже говорили против про Нави. Мауспортс, Мауспортс пикали своей картой Трейн и очень хорошо играли на Трейне. Выиграли очень много важных матчей именно на этой карте. Просто против Вы- Нави уверенно брать все равно Да, Трейн. я дальше, думаю, что да, они стоит, должны да. брать против Нави Трейн. Ладно, Трейн. Хорошо. Убираем пока. И дальше у нас остаются какие карты? Нюк, У Нави- Инферно. Нави не вычеркивать Мираж. никогда Нюк, Инферно и Мираж, да? Но Нави вычеркивают Мираж сразу же, Нюк, а у нас Инферно. Нюк, Инферно для Мауспортс, а Мауспортс В принципе, играет и не ту, и не плохую. Нюк Нет, оставят. Они Нюк Нюк оставят, они Нюк. И будет хороший такой мапул, Трейн. Кстати, вроде как удобные карты для Нави, но и очень удобные для Мауспортс. Нюк, Трейн и... Кто? Кто? Нюк, Трейн и Даст 2. Нет, И Даст 2. Даст 2 Трейн, третий Нюк. Да, Ну, всё. скорее всего, есть такая. Это наш предикшн, посмотрим, что там будет, конечно, в Лондоне. Ну, Ну, я вам скажу, что далеко не факт, что, блин, Мауспорт будет вот финал этого турнира, может быть, команда... Секундочку. Ванька, со своим Хотелось бы неожиданным... помечтать. переигрывать. Хотелось бы помечтать. Кто там будет? Ну, Virtus.pro. Virtus.pro. Бывший Это авангард. отдельная тема нашего выпуска. Новая мы и команда подобрались. Virtus.pro. То есть про финале, думаешь? Вот мы и подобрались. Или вы Команда хотите перейти Virtus.pro вообще? Команда Virtus.pro уже не была в показала финале. хорошую игру на эпицентре. Хоть и не У вышла нас из тема, группы и ребята, проиграла. Virtus.pro делают покупку Ну. у Авангар за больше, чем 1,5 Да, миллиона 1,5 миллиона долларов. долларов. Интересно вот просто вас послушать, ваше мнение. Ну, хотя, Миша, ты, если ты игрока за 500 000 продавал, там, для тебя 1,5 миллиона это просто фантики. Все равно, тем не менее, насколько это нормальная сумма, адекватная ли она, правильно ли сделали Virtus.pro, есть ли потенциал у этой команды? Или... Давай ты вот ты много вопросов задаешь, давай ты вот конкретно вопрос задаешь, кому ты обращаешься, и он А отвечает. я просто Нет, да, накидываю я просто- вопросы и мысли, чтобы сразу зарождались, и Таня, обсуждаем. скажу тебе, что команда Virtus.pro перед тем, как осуществить вот эту сделку за 1,5 миллиона, Снимаю перед вами шляпу. и имела, скажем так, перемены в команде по доте, снимая шляпу. И это могло ударить по карману, и поэтому они могли, скажем так, пойти по легкому пути. Поэтому 1,5 миллиона — это очень выгодная сделка для команды. Короче, у них было 3 Virtus.pro. миллиона, и они думали, либо за 3 миллиона взять кого-то покруче. Ну, хотя, опять же, да, мы вот говорим, а кого покруче они взяли бы за 3 миллиона? Да никого, ну просто, ну в СНГ, да, никого, наверное. Кого бы они еще могли взять? Форзов? Чего сразу в СНГ? Ну, за 3 миллиона ты бы продал? Все-таки это российская организация, Миш. Ну И хватит, взяли казахов. ну СНГ взяли. Ну, на русском говорят. Ну на русском Уже говорят, плюс. это плюс. Ну, Это немаловажно для Virtus.pro, я считаю. Что касается вот этой Virtus.pro, то есть я сказал именно, ты говоришь о том, что это Я- важные турниры у них. Два будут, важных турнира. Один турнир в Лондоне, 250 тысяч долларов. Это не маленький турнир, это сопоставимый там с АЕМ какой-то Катовица, турнир, еще да. обычным, да. И второй турнир, это как раз АЕМ Катовица. который будет в конце февраля. Да, вот И эти два пользуясь турнира. случаем, ребята, вам скажу, что я там буду, и я там буду выносить кубок, походу. Серьезно? Да, Круто. да. Меня позвали в ЕМ Катовицу выносить кубок, и пойду вот этим заниматься. Так что можем там пересечься, если что, ребята. Кто хоть собирается туда полететь, прилетайте. Хочется... Что, на эту тему все? Да, я думаю, надо перейти уже... По поводу Virtus.pro, что они вот сделали эту сделку. Ну, заканчивая эту тему, просто скажу, что круто, что у нас в СНГ происходят такие безумные уже сделки за такие большие бабки. Рынок растет, рынок наполняется. Желаем команде Virtus.pro. Эти ребята под клантегом «Авангар» показали, выдали крутую серию, были в финале мажора. Я считаю, что они заслуживают успеха, и пусть как Да, бы к нему... успеха, Ребята, вам удачи. Надеемся вас увидеть в финале, все-таки, а не команду Mousesports. Действительно, реально, мы говорим про Mousesports по статистике, а по зову сердца мы с вами, мы за вас. У нас будет Академия Pro 100, вы об этом знаете. И мы начинаем набор, или даже не набор, а, скажем так, отсмотр в эту академию. Просмотр игроков как бы в эту академию. Поэтому
В ссылочке в описании к этому видео будет указан email, на который вы сможете слать свои анкеты. Понятно, что хотелось бы туда, чтобы уже пришли крутые, жесткие игроки, которые хотят побеждать и достигать самых высоких целей, но мы понимаем, что у молодых игроков такого еще быть не может. Ребят, я хочу просто пару слов сказать на тему игрокам. Манесси, правильно его никнейм, да? То есть которого взяли в Нави, в Академию. Слышал о нем? Да. 14 лет парню. Соответственно, да, ребята, если вы действительно имеете высокий левел уже, можно сказать, 10-й там, да, там в этом нацистский eSports нашей лиги, но по факту, как бы, если вы реально уже чувствуете, что вы готовы морально и физически перейти в эту академию, оставляйте свои заявки, мы будем просматривать. Миша, на что ты будешь в первую очередь акцентировать внимание? Но, во-первых, это на то, имеете ли вы достаточно времени и возможности как бы, действительно участвовать. Потому что процесс сам по себе как бы, будет непростой. То есть вы хотите посвятить киберспорту свое время, то есть дать шанс в жизни ворваться к киберспорту, а это ваше время. Это один нюанс. Второй нюанс – это то есть насколько вы уже коммуникабельны. Нехорошо говоришь. Ну а что, неплохо. У меня просто созрел, знаешь, какой вопрос? На самом деле ты четко все говоришь и продолжишь эту тему. Ну как в следующей Поэтому передаче? продолжай. Ладно, да ладно, ребят. Шлите анкеты, мы почитаем. Я хотел Давай спросить, так Ваня, уже, ты в 14 лет, вот ты добился успеха. Я знаю, что ты Каким ты был? зависал. Пацан к успеху шел. Каким ты был в 14 лет, в 13? Ты пожертвовал чем-то ради... Нет, именно расскажи, вот, как ты тренировался. Школу мы точно пожертвовали с Ванькой. Расскажи, пожалуйста, расскажи. Да каким я был в 14? Ветер в голове, прогульщиком школы, пропадал в компьютерных клубах. Но сейчас правильно ли Каким я будет был? ребенку, там, пускай вот в академию, реально, вот мы видим, ему Что значит правильно или неправильно? Каждый выбирает себе свой путь сам. Ребят, на самом деле, по поводу Академии понятно, еще по этому поводу много чего обсудим в следующих выпусках. Друзья, надо уже действовать, время подходит к концу, часики тикают. Time's up. Участвуйте в конце, хочется сказать, в нашем конкурсе, выигрывайте вот эти наушники, пишите кайфовые комментарии. Это было Сайбер-шоу. Это было Сайбер-шоу выпуск 2. Киберсити Харьков. Друзья, я просто хочу вам сказать, что, сука, ставьте лайки, пишите комментарии, поддерживайте наше шоу. Мы только разгоняемся. Будет просто нереально. Дальше больше, дальше будет гораздо больше. Кибершоу, блядь, 2! Друзья, сейчас это не реклама, это человеческая просьба. На самом деле, как вы знаете, просто у нас такие непростые времена, но мы не сдаемся, движемся вперед, развиваемся. И произошло очень неприятное событие. Наш YouTube-канал, который мы активно в последнее время развивали, его забанили по халатности там, некоторых людей, которые там неправильно вставляли рекламу. И очень нужна сейчас ваша поддержка. Выйдем с хэштегом, да? Хэштег «Спасем просто». Спасем просто. Друзья, если вам не сложно, просто, пожалуйста, вы сейчас смотрите это видео, зайдите, пожалуйста, на канал, просто ссылочка, и просто подпишитесь. Мы туда заливаем сейчас видосы, вот можете посмотреть эти видосы с Индии, как ребята выиграли первое место. И в этом году планируем делать реально много интересных рубрик, хороший контент, поэтому, пожалуйста, нужны вы, подпишитесь, если вам не сложно. Поддержите, пожалуйста, ребят. Да. Давайте спасем. Пожалуйста. У нас было там 55 тысяч подписчиков. Давайте как-то сделаем 100 тысяч. Ну, если вам не сложно, друзья, пожалуйста. Поддержите. Ладно, ну что, все, хорошо. 55 тысяч. 55 тысяч. Спасибо. Ладно.